Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds представили свой новый соревновательный шутер Project Ark. В игре противостоять друг другу будут две команды по 5 человек. Одни должны оборонять нечто под названием склеп, а другие пытаются пробиться к нему, установить дешифровщик, ну и собственно взломать объект. Персонажи имеют свои предпочтения в пушках и гаджетах. Пострелять можно будет из штурмовых винтовок, пистолетов-пулеметов, дробовиков, DMR, пистолетов и так далее, а среди вспомогательных устройств — дроны, взрывчатка и различные гранаты. В игре реализовано обновляемое в реальном времени поле зрения. Его сделали общим для всех союзников, чтобы упростить невербальное взаимодействие. А еще тут стены ломаются, если сжахнуть из базуки. И это все, что известно о проекте. Project Ark выйдет в Steam неизвестно когда. Индиана Джонс отправится в новое приключение уже в декабре. Демка готова, но потрогать ее дали только журналюгам. Им довелось побродить в стенах университета, исследовать открытую зону в Египте, а еще оценить уровень оптимизации и общий графон. Выглядит все балдежно и круто, вот только анимации лиц вызывают эффект зловещей долины. Порадовала интерактивность. В игре можно подобрать и швырнуть практически любой предмет, будь то бутылка, кирпич или древний бюст. Таким образом, Индиана отвлекает врагов. Выглядит это довольно комично, особенно когда в рукопашной схватке герой использует какую-нибудь сковородку. Применение огнестрела привлекает внимание всех врагов на локации. При помощи хлыста можно выбивать оружие из рук противника. Сообщают, что игра грамотно балансирует между экшеном и головоломочными эпизодами. Чтобы изучать новые умения, нужны очки прокачки, которые выдают за выполнение миссий, а сама прокачка реализуется посредством взаимодействия с книгами, разбросанными по локациям. Также герой может примерять разные костюмчики, чтобы незаметно проникать в закрытые области. Встречаются побочные задания, на карте они не отображаются. А один журналист отметил, что между точками интереса слишком много пустого пространства. Но это, пожалуй, единственный минус, который смогли назвать сыгравшие в демку. Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на ПК и Xbox Series, а еще в Game Pass. Версия для PS5 релизнится весной. Еще до релиза Concord было понятно, что шансов на успех у этой игры ничтожно мало. Бог из машины не явился и чудо не сотворил. Проект с треском провалился. Sony дала разработчикам установку найти способ, как можно было бы перезапустить тайтл. Не зря ж в него столько денег вбухали. Но, похоже, никакого удовлетворительного варианта студия Firewalk предложить не сумела. А посему Sony официально огласила приговор. Concord на кладбище, команду создателей в расход. Однако эта неудача нисколько не умалила желание компании ворваться в сферу PvP-шутеров. Просто, как говорит гендиректор Sony, мы извлечем из этого урок и продолжим расширять наши возможности в сфере игр-сервисов. В общем, ждем духовных наследников Конкорда. В Steam стартовала демоверсия хоррор-приключения Beyond the Darkness. Игра отправит нас в мир детских кошмаров. Вместе с девочкой Милли мы сразимся с ужасами, таящимися во тьме, и поможем ей найти пропавшую семью среди причудливых миров воспоминаний, искаженных страхом и отчаянием. При помощи особой лампы мы не только освещаем себе путь, но и разгадываем головоломки, а также отпугиваем чудищ. Но свет горит не бесконечно, расходовать топливо необходимо обдуманно. Авторы предостерегают, что местные загадки очень опасны. Одна ошибка, и ты ошибся. Короче, подрубайте демку и заценивайте. Спустя 14 лет до релиза на ПК добралась культовая Red Dead Redemption. Переиздание включает в себя весь реализованный контент из GOTY-версии, в том числе самостоятельное дополнение Undead Nightmare. Вот только мультиплеер выпилили. А вот что будет в новинку, так это поддержка ультрашироких мониторов, разрешение в 4К с частотой до 144 Гц, расширенные настройки графона и поддержка NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Первая RDR доступна в Steam, EGS и в собственном магазинчике Rockstar.
Ранний доступ готовится покинуть пошаговая 4X стратегия с элементами автобатлера Songs of Silence. Если кратко, в игре мы собираем свое фэнтезийное войско, исследуем карту и бьем морды противникам в сингле, коопе или мультиплеере. Сражения быстрые, с использованием карточных колод. Версия 1.0 содержит 15-часовую сюжетную кампанию и многопользовательский режим, сбалансированные сражения и ворох геймплейных опций, освежающих жанр 4X. Полноценный выход состоится 13 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series. А вот пока только в ранний доступ намеревается заскочить стратегия Hollywood Animal от авторов This is the Police. Армию тут собирать не нужно, вместо этого придется взять на себя бразды правления голливудской киностудии и попытаться выжить в суровом мире шоу-бизнеса. Цензура, социальные потрясения, гангстеры, конкуренты — это то, с чем нам предстоит столкнуться. Но прежде нужно дожить до 16 января, когда Hollywood Animal стартует в раннем доступе Steam. Демку обещают выкатить пораньше, в декабре. В середине ноября Path of Exile 2 должна была отправиться в Early Access, но по сообщению разработчиков фанатам придется обождать. Студия опасается, что из-за сложностей с серверной инфраструктурой игроки могут потерять свои покупки или вообще доступ к аккаунтам. Кроме того, нужно убедиться, что серверы выдержат нагрузку на релизе. Короче, взяли еще месяц на доработку, поэтому перенос. Впрочем, не совсем уж и жуткий. Новой датой запуска второй PoE в раннем доступе назначено 6 декабря. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В Steam случился очередной ценопад. Традиционно под конец октября скидочки обрушились на жуткие и страшные игры с призраками, зомби, оборотнями и прочей нечистью. Так, например, можно урвать первую The Last of Us с 40% скидкой. Cult of the Lamb отдают почти за полцены, а ремейк Dead Space сбросил аж 70% стоимости. В общем, чекайте виш-листы, если что-то планировали прикупить, самое время. Надо же будет как-то тематичненько Хэллоуин отметить. Фестиваль «Страхи» в Steam продлится до 4 ноября 21:00 по Москве. А у меня на этом все. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. А еще читайте свежую статью Джуби по Драгонаге, в которой описываются персонажи мира ДА и где их искать. Хорошего дня!